Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассмотрим актуально к покупке мониторы от Samsung. Я собрал 5 моделей под разный бюджет и предпочтения. Есть варианты с разными диагоналями, от 24 до 32 дюймов, с разными матрицами, IPS, VA, OLED, и с разным функционалом, от пары USB-портов до полностью регулируемой подставки и встроенных модулей Bluetooth с Wi-Fi. В процессе разберемся, какой монитор для каких задач подходит, какую картинку показывает, какими недостатками наделен, и по итогу вы сможете взять себе на заметку пару вариантов для более подробного рассмотрения. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 5-м месте рейтинга стоит Samsung F24T450 FQI. Монитор, который подойдет большинству пользователей, без лишних понтов и сильных затрат. 24 дюйма, IPS-матрица, разрешение 1920 на 1080, проверенная классика, которая отлично подходит для работы, учебы и повседневного использования. Картинка четкая, цвета естественные, углы обзора широкие. Можно смотреть хоть сбоку, хоть сверху, все будет видно без искажений. Конечно, ожидания завышать не стоит, но обычному пользователю картинка зайдет без вопросов. Частота обновления 75 Гц. Не рекорд, но все-таки немного плавнее, чем стандартная 60 Гц. В динамике это ощущается приятнее, особенно если приходится работать с анимацией, прокручивать длинные ленты и играть в нетребовательные игры. Еще поддерживается FreeSync и Flicker Free. FreeSync помогает избавиться от разрывов кадров, когда ваш ПК тупит, а Flicker Free снижает нагрузку на глаза, убирая неприятное мерцание подсветки. Из интерфейсов подключения есть 2 HDMI, DisplayPort и даже USB-A. Мелочь, а приятно, особенно когда нужно подключить периферию. Но главная фишка – удобная подставка. Она не просто держит экран, а дает свободу действий. Можно регулировать высоту, менять наклон, крутить монитор в портретный режим и даже поворачивать по вертикальной оси. Если работаете с текстами, кодом или длинными таблицами, это заменит дорогой поворотный кронштейн на стене. Если при небольшом бюджете вы ищете рабочий инструмент с хорошим функционалом и картинкой, смотрите на Samsung F24T450 FQI. Он отлично подойдет для офисных задач, дистанционной работы, обучения и просто гейминга. Да, 75 Гц. Не предел мечтаний, но за свою цену этот монитор дает максимум комфорта и удобства. А если все-таки в небольшом бюджете ищете модель конкретно под игры, посмотрите на Samsung Odyssey G3. У него частота 165 Гц, тоже гибкая подставка и 24-дюймовая панель с Full HD разрешением. На 4-м месте стоит модель подороже, но все еще в недорогом сегменте. Samsung Odyssey G5. Частота обновления 165 Гц и отклик 1 миллисекунда. Те самые характеристики, которые делают движения в играх плавными и быстрыми. Если раньше вы в шутерах замечали врага, когда он уже уходил за угол, теперь есть шанс увидеть его раньше, а может даже и попасть. Тут и FreeSync отследит, чтобы картинка не разрывалась, если ваша видеокарта где-то затупит. Изображение строится на VA-матрице. Это про контраст и насыщенные цвета. Черный здесь действительно черный, а не сероватый, как у IPS. Правда, углы обзора не рекордные. Если смотреть сбоку, цвета искажаются. Но если сидеть прямо перед экраном, проблем не будет. Монитор изогнутый. Это делает картинку более объемной, вроде бы мелочь, а погружение в игру все же чувствуется. Особенно после привычного плоского дисплея. Дизайн у Одиссея простой, лаконичный. Тонкие рамки, черный пластик, ничего лишнего. Только вот подставка без какой-либо регулировки. Либо монитор окажется в удобном положении сразу, либо придется колхозить подставку из книг. Ну ладно, само собой есть отверстие подкрепления кронштейна веса 75 на 75 мм. Так что вариант подвесить на стену никто не отменял. По портам тоже без сюрпризов. На задней панели только пара HDMI и один DisplayPort. По итогу Samsung Odyssey G5 – рабочая и недорогая лошадка для тех, кто хочет плавную картинку, хороший отклик и 2К разрешения, но без переплаты за премиальные фишки. Если отсутствие регулировки подставки не пугает, можно рассмотреть покупки, так как по картинке серьезных претензий нет. На 3-м месте стоит Samsung Viewfinity S6.
Этот монитор явно не про киберспорт, но если вы выделили приличный бюджет и нужен универсальный экран для работы, графики и немного игр по вечерам, Viewfinity S6 очень даже подойдет. Начнем с главного. 2К разрешение на 27 дюймах дает четкую картинку без мыла и зернистости. IPS-матрица радует естественными цветами и широкими углами обзора. Хоть сидите прямо перед экраном, хоть смещайтесь в сторону, цвета останутся стабильными. Частота обновления тоже слегка повышенная – 100 Гц. Ну, все повеселее базовых 60. Для тех, у кого герцовка в приоритете, есть более бюджетный, но хороший Samsung Odyssey G3. 27 дюймов, Full HD и целых 180 Гц. Ну а что приятно удивляет в Viewfinity S6? Глубина цвета 10 бит. Это значит, что градиенты выглядят плавными, а оттенки более насыщенными. Графическим дизайнерам и тем, кто работает с цветом, точно зайдет. Да и в фильмах HDR-контент смотрится приятнее. Тут HDR хотя бы действительно добавляет глубины и объема картинки, а не просто для маркетинговых заявлений существует. Функциональность монитора на уровне. Придраться особо не к чему. Поддерживается фликер-фри и режим Low Blue Light, чтобы глаза меньше уставали. Регулировка по высоте. Тоже плюс, можно подстроить под себя. Еще монитор можно повернуть в портретный режим. Удобно, если работаете с длинными документами или кодите. По портам. Полный фарш. Помимо базовых DisplayPort с двумя HDMI, есть еще пара USB-A для подключения периферии. Один USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и даже LAN для проводного подключения к интернету. Так что к системному блоку можно почти не нагибаться. Ну и еще из необычного. KVM-переключатель. Пригодится тем, кто пользуется сразу двумя устройствами, но лишь одной мышью и клавиатурой. Например, ПК и ноутбук. И чтобы не переходить на тачпад ноутбука, а продолжить работать той же мышью и клавиатурой, можно просто переключиться с ПК на ноут. На второе место поставил Samsung Odyssey OLED G8. Один из лучших мониторов Samsung и, соответственно, один из самых дорогих. Это большой 32-дюймовый экран с 4К разрешением и, главное, на OLED-матрице. Сразу уточню для тех, кто в теме. Экран антибликовый, поэтому OLED получится насладиться во всех красках. OLED-матрица выдает бесконечную контрастность и сочные цвета, где черный действительно черный, а не темно-серый. Дополнительно есть поддержка HDR, так что в играх вроде Cyberpunk 2077 или Resident Evil темные сцены выглядят реалистично, без серого шума. Вот только и компьютер нужен соответствующий. Все-таки вытянуть 240 Гц с 4К разрешением – это очень дорого. Такое железо есть лишь у считанных процентов пользователей. Конечно, FreeSync тут никто не отменял, но если у вас RTX 4060 и Core i5, то ни о какой плавной картинке на максимальных параметрах и речи быть не может. По внешнему плану все четко, монитор сразу оправдывает свою цену. Стильный, ультратонкий, с металлическим корпусом и RGB-подсветкой Core Sync, которая синхронизируется с происходящим на экране. Помимо подсветки на задней панели разместили DisplayPort, пару HDMI и USB-A. Ну и подставка гибкая. Можно регулировать высоту, наклонять, поворачивать влево-вправо, вращать и крепить навеса. Из необычных опций. Модуль Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Да, не самой последней версии, но все-таки в плюс запишем. А еще здесь есть Smart Sync Hub, стриминговые сервисы и Smart TV. Так что даже без ПК можно запустить игры через облако или посмотреть фильмы с сериалами. Первое место я отдал Samsung Odyssey G7. Еще один из лучших мониторов Samsung, но по цене в 2 раза дешевле прошлого. Уже какой год кряду этот Odyssey покоряет рейтинги мониторов и пока не собирается ослаблять хватку. 4К разрешение, 32 дюйма, 144 Гц. Уже звучит как рецепт идеального монитора. А если добавить еще Smart TV, Wi-Fi и Bluetooth, то становится понятно, что это не просто экран, а комбайн. Здесь можно и работать, и играть, и фильмы смотреть, и даже не запариваться с кучей проводов и адаптеров. По изображению G7 один из лучших в сегменте. Матрица IPS с качественным HDR выдает картинку с натуральными цветами, глубоким черным и чистым белым. Конечно, засветы возможны, это ж не OLED, но среди IPS это один из самых проработанных вариантов. Частота 144 Гц в 4К. Хороший конфиг для геймеров. Само собой, все упирается в железо. Но если ПК позволяет, получится идеальная плавность и четкость в динамичных сценах игр и при работе с монтажом, графикой, рендерингом и так далее. Дополнительно монитор оснащен LAN-портом, пара USB-A, HDMI и DisplayPort. И это круто, потому что теперь можно подключать не только компьютер, но и консоли, клавиатуру, мышку, внешние накопители. И все это без дополнительных хабов.
Футуристичный корпус с фирменной RGB-подсветкой Corsin выглядит атмосферно, особенно в темноте. Есть удобная регулировка по высоте, наклон и поворот. Можно даже поставить в портретный режим, но для 32 дюймов это уже спорное решение. Получается, что Samsung Odyssey G7 — это универсальный монитор. Для игр топ, для работы шикарно, для кино отлично. Хотите просто серфить в интернете или работать с таблицами? Тоже подойдет. К тому же Wi-Fi, Bluetooth и Smart TV делают его самодостаточным устройством, а не просто экраном с переплатой за бренд. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.